Я всех приветствую, дамы и господа. Буквально минутку перед видео я расскажу вообще, что такое магазин желаний, а потом уже поговорю на примерах там про героев. Итак, магазин желаний — это у нас специальное мероприятие, доступное с 23-й лиги, которое проводится ежемесячно и длится 3 дня. Количество героев, которое может быть выбрано, то есть лига 5 плюс 3 героя, лига с 15 по 6 2 героя и лига с 23 по 16 1 герой. Как только герой выбран, он не может быть выбран снова для 2 магазинов желаний последующих. Ну, также вы получаете один бесплатный, право бесплатного призыва каждые 24 часа. То есть вы получите их 3 штуки. И четвертый, ну, посмотрите мои предыдущие видео. Там есть лайфхак, как открыть 4 раза. Помимо бесплатного, вы можете покупать призывы. Они стоят 299 изумрудов. Либо 10 призывов, это 2499. Ну и награды составляют, соответственно, это эликсир, это жетоны гильдии и драгоценные камни. Ну и также, конечно же, легендарные герои. За каждую первую прокрутку в магазине желаний, самую первую, то есть в первый день, вы гарантированно получите героя. Ну вот, в принципе, и все. Ну, а теперь переходим к видео. Здравствуйте, дамы и господа. Уже не первый раз писали, говорили об этом. Сегодня мы поговорим о том, кому же выбрать, ну вот совсем человек только начал играть. Первый магазин желаний, он может выбрать одного героя. Кто же это должен быть? Вы можете со мной согласиться, можете не согласиться. Я отобрал несколько героев. Для первого, ну, скажем так, второго и третьего магазина желаний. То есть в зависимости от того, чего человек хочет, каким путем хочет пойти. Единственное, что я не собираюсь сейчас тут рассматривать порядок. То есть взять первый, например, Грейс из Рокфлита, вообще, когда у тебя никого нет, это, ну, верх глупости. Поэтому порядок, в принципе, мы даже рассматривать не будем. То есть того же самого Легиона. Я не советую брать порядок на первый магазин желаний вообще никого из них. То есть на самый-самый первый магазин желаний, независимо от того, как вы хотите играть, что вы хотите, каким героем хотите играть, я всем советую взять Шаамуну, которая поможет вам не только в лигах, а в лигах она, ну, довольно сильно поможет. Но помимо этого она вам поможет и в приключении, и в любом событии, то есть там неважно, это яма или башня, она везде пригодится. То есть это вот настолько универсальный герой, настолько, ну, даже с самого начала он не зависит от прокачки в принципе. То есть единственное, что его надо, да, правильно использовать. То есть ставим мы Шаамуну. Ну, ситуации бывают разные, но идеальная ситуация, ставим мы ее в верхний ряд, верхняя клетка, и, соответственно, пусть она заполняет своими осколками затмения все остальные клетки. Ну, а там уже с стрелками будете разбираться. Вот это что касается самого первого магазина желаний. Всем, независимо от всего, я всегда советую Шаамуну. Возьмите ее, и вы действительно не пожалеете. Но вот со вторым магазином желаний здесь уже возникает, то есть, такая штука. Во-первых, к тому времени, скорее всего, вам уже упадут, ну, такие, скажем так, стартовые герои, как бы, которые обычно выпадают в самом начале. Это там, ну, либо с ивента там вы можете достать от того, ту же самую там Матриарха Иону, либо там Черномора, либо Ханза. К тому же вам наверняка упадет кто-нибудь из такой банды, как там, вот, либо Жаб, либо Бастет, либо Мистер Дед, Графлат, также, ну, либо Ланселот, вот еще 4 таких начальных героя. Сова. Первым частенько падает вообще Мистер Дьявол. Я вот не знаю, это закономерность какая-то или случайность, но многие, где я видел, что падает частенько очень Мистер Дьявол в самом начале. Герой хороший и тоже также пригодится новичку. И вот на втором магазине желаний уже можно
пытаться строить какую-то стратегию. То есть, если вы там, например, планируете идти в порядок, то тогда уже можно подумывать, там, взять, например, Харона, взять Легиона. Ярость на низких лигах очень хорошо себя показывает. В принципе, ну вот так вот прямо из порядка, чтобы... Ну вот, могу посоветовать взять Эостру. Это также универсальный герой. В принципе, она зайдет в любую пачку. То есть, независимо от того, будет это чистая сборка или это будет солянка. То есть, на второй магазин могу посоветовать. Она вам тоже очень сильно поможет. Также могу посоветовать Ореоха. Неважно, что он там будет немота. На низких лигах не так много, опять же, немоты. И Ореох может раскрыться в полной степени. Да, пускай у него кровотечение 9, но там на низких лигах и здоровье это не так, чтобы прямо огромное количество. Также могу посоветовать госпожу Лотрикс. Поможет тоже очень много где. Плюс идет у нее за спам марионетками, то есть можно ее там контрить с той же самой Бастет, связывать по команде с той же самой там Бастет. Накидала марионеток, Бастет долбанула, марионеток убила и погнала вперед. То есть это если брать связки там вот начальных тех же самых героев. Вот. Плюс набор атаки у нее идет очень даже неплохой, и пригодится она вам много где. Тех же самых там башни в яме она может в одиночку зарешать. То есть я с помощью госпожи Лотрикс проходил боссов, ну вообще вот в одного героя. Только прикрывал ее, и чтобы сносил перед ней врагов. Все, дальше она все делала сама. Также это может быть, например, скраб. Мне скраб очень помогал на низких лигах. Когда я начинал играть, он мне довольно быстро с события упал. Я его в каждой пачке своей абсолютно использовал. Он очень хорош. На низких особенно, да и на высоких лигах он используется. То есть, ну там уже ему атаки, конечно, нужно побольше, чтобы он сносил. Вот. Герой тоже прекрасный. Также в приключениях может пригодиться. Ну, яма башня такое себе, там ситуативное уже. Флосс также отлично заходит в солянки, отлично заходит в ядовитые пачки. То есть, если вы, например, вам интересно это, и вы планируете в будущем создавать ядовитую пачку, ну, Флосс вам сильно в этом поможет. Так что можно взять на второй магазин, например, Флосса. Он будет заспамливать вам своими цветочками. То есть цветок людоед, потом из него вылезет еще один цветочек. И все это будет еще и стол травить там, ну и прочее, и прочее. Герой замечательный. Ну, Худу я поставил больше для тех, кто планирует, скажем так, окунуться именно в приключения. Худу очень хорош и поможет вам довольно далеко продвинуться только за счет того, что будет призывать свой тотем. То есть грамотно поставить Худу в нужный момент, и победа у вас в кармане, именно в приключениях. Вот такое вот дело. Ну, а так вот, в принципе, ну, я вам назвал таких героев основных. Также есть очень много побочных неплохих героев, которые действительно вам смогут помочь, и, возможно, они вам понравятся больше, чем то, что я предложил изначально. Вот. А теперь я буду говорить о тех героях, которые, собственно говоря, я бы рекомендовал, ну, скажем так, если вы взяли, допустим, на первый Шаамуну, там, на второй, неважно, например, взяли того же самого Ореоха, там, или еще кого-то, кого я могу рекомендовать уже, ну, скажем так, на третий магазин желаний, когда у вас уже немножечко поднабралось героев, и, соответственно, вы к этому готовы. Итак, на третий магазин желаний я могу уже рекомендовать вам, соответственно, Грейс из Рокфлита. Замечательный герой, который имеет и косвенный урон для очистки, и баф атак дружественных героев. Ну и, соответственно, один из ключевых героев для отряда, ну, для шахты золотой. Но также она довольно хрупкая по здоровью. Ну и, соответственно, лучше ставить ее, конечно же, прикрытой. Далее, на третий я могу рекомендовать это, соответственно, Легион. Бафает атаку, бафает хп героев, порядка условия выигрыша
на один ход, то есть он может выиграть за один ход, если он стоит у вас в нижней части стола, соответственно, наверху у вас порядок, то есть если там еще и стрик присутствует, который также атаку подбафывает, то, соответственно, он может выиграть партию за один ход. Ну и также полезен для шахты золота, но бесполезен без союзников порядка. Также это может быть, соответственно, я уже ее называл, если не ошибаюсь, это Мадам Агония. То есть Мадам Агония у нас превращает всех раненых героев, кроме зданий, в кристаллы Мадам Агонии. Но при этом она превращает также и своих героев в те же самые кристаллы. Учитывайте это. Ну и также в начале хода может немножечко подчистить стол, если получится. Ну и атакованный кристалл Мадам Агонии наносит 7 вражескому варварду. То есть также атака варварда. Так, это Лотрикс, которую я рекомендовал для второго. Если не брали, то на третий я могу вам смело ее рекомендовать. Могу порекомендовать, например, Мизу. Также с последующей прокачкой этот герой будет вас довольно сильно радовать. То есть призывает водного элементаля, в начале хода исцеляет на 11 союзников за каждого замороженного врага, и в начале хода убивает элементаля перед собой и получает его атаку и равную его здоровью. Так, далее. Про скрапа мы говорили. Также могу предложить Йорика. Также замечательный герой просто. То есть он наносит в ряд урон по своей линии. При убийстве получает атаку и имеет перерождение. То есть при перерождении опять же наносит урон в линии. Опять же, то есть можно предположить, она тоже заходит и в солянки, и туда, и сюда. Это Александрия. То есть призывает малый дом жизни, который хиляет всех. В конце хода снимает негативные эффекты, кроме немоты. При атаке накладывает немоту на атакованного врага. Также это может быть тот же самый Апеп. Так, Хаос Ближник. Замечательный, опять же, герой. При атаке дает перерождение случайному союзнику, кроме здания. При смерти союзника призывает руну 24. Ну, определенного урона на вражескую клетку. При смерти союзника получает плюс 9. Имеет полет. Блэр. Замечательный наш стрелок из порядка. Также дает полезное свойство уже при выходе на поле. То есть снижает здоровье всех стрелков до 5. При появлении союзника дает ему ей щит судьбы. Перед атакой союзника дает ему ей пробивание. То есть герой великолепный. Умения подобраны очень здорово. Про Харона мы говорили. Дискордия. Это у нас топовый стрелок хаоса. Дает атаки, дополнительные атаки двум случайным союзникам. В конце хода дает плюс 5 союзникам хаоса. Ну и при смерти наносит урон врагам ближнего боя. Также это может быть, например, Мертвый Лорд. Это у нас хаос. Шаамуна ему как раз не страшна. При атаке превращает атакованного врага ближнего боя в зомби 2-2. Также призывает зомби в ряд и в конце хода получает плюс атаки за каждого союзного зомби. Санта. Так, Санта это у нас, вот он. Санту могу рекомендовать смело для третьего магазина, превращает врага в подарок. Также это может быть, например, королева Фрост. Фрост, снежная королева, при появлении союзника порядка, включая себя, замораживает случайного врага. В конце хода снижает здоровье у случайного замороженного врага до единицы. Ну и в начале хода дает здоровье союзному лорду за каждого врага. Но под нее, конечно, желательно все-таки чистый порядок. Тогда она раскрывается на полную катушку. Так. Также, например, это может быть Грут. Грут замечательный герой. Очень я его хотел, получил. То есть накладывает немоту на врагов в линии, включая здание. То есть он в Анакауре превращает в бесполезный тотем. В конце хода получает плюс 14, ну и имеет блок. Вот, в принципе, те герои, которых я могу вам посоветовать смело для, там, например, второго, третьего магазина желаний. Ну, конечно,
Часть из них, в принципе, можно даже и во второй засунуть. Но они вам будут полезны. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Тем новичкам желаю успеха, чтобы ваш магазин всегда приносил вам героев по максимуму. Ну а на этом я заканчиваю и говорю вам пока-пока. Пока, ребят.